И снова здравствуй, мой дорогой зритель. Что-то на этой неделе разработчики решили заспамить нас обновлениями в CS2 и выпускают уже 4-е по счету, которое весит в совокупности почти 30 мегабайт. С чем связана такая активность и над чем параллельно работают разработчики, сегодня постараемся выяснить. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию GiftDrop, где можно отлично провести время, открывая различные кейсы, от обычных до самых уникальных, чтобы испытать удачу и получить классные скины. На сайте сейчас проходят события, связанные с Пасхой, где вы дополнительно можете выиграть еще скинов. Ну а для того, чтобы участвовать, нужно зарабатывать особую валюту, открывая при этом тематические кейсы. Помимо этого, на GiftDrop можно один раз за 72 часа крутануть барабан бонусов, где можно получить либо плюс к депозиту или бесплатные прокруты. А еще на сайте также есть и бесплатные кейсы, которые вы можете открыть, если в течение 24 часов пополните свой кошелек на определенную сумму. А если же ты при пополнении еще и используешь мой промокод, то получишь 40% к депозиту. Так что не теряй времени и переходи по безлимитной ссылке в описании, которая также подарит тебе $2 на баланс. Ну что же, если кто не понял, то сегодня ночью было по сути два обновления. Одно весило почти 27 мегабайт, а второе всего лишь 2. И несмотря на размер, список изменений не состоит всего лишь из каких-то 2 пунктов. Ну а для начала наконец-таки починили проблемы с таблицей матча, о которых я рассказывал в своем прошлом ролике. Мало того, они еще исправили проблему наслаивания некоторых участков меню, такие как при включенном плеере демозаписей у вас переставали работать кнопки по завершению самой демки. Этот баг, кстати, вы могли наблюдать в моем позапрошлом ролике, так как с обновлением я его тут же словил. Также в данном обновлении сделали чуть прозрачнее имена товарищей по команде, если вы наводитесь на них прицелом. Ну и сделали так, что опыт смерти во время управления ботом соответствовал стандартному опыту смерти, то есть если вы умирали, не использовав бота. А еще исправили несколько ошибок, связанных с циклическим просмотром целей для наблюдения за захватом ботов. Ну и по мелочи исправили съезжание меню после просмотра демозаписи и пофиксили момент, когда не указывалась иконка убийства в воздухе с некоторых оружек. И, конечно же, изменения в файлах и локализации, где они вовсю переводят некоторые участки патруля и некоторые всплывающие подсказки для вкладки «Смотреть», которые, кстати, нам недоступны. Забавно то, что на данный момент патруль до сих пор никому не раздали, из-за чего он является по сути мифом, так как сама CS2 пока что не научилась правильно обрезать демозаписи для нужного момента, чему свидетельствует удаление таких кнопок, как лучшие моменты игрока и все его смерти. И для моего огромного любопытства и, разумеется, эксперимента, я решил вернуть данные кнопки. Ведь относительно недавно появлялись новые строчки кода с упоминанием лучших моментов в игре. И, к сожалению, эксперимент показал, что на данный момент они просто не рабочие. Если до обновления с патрулем они хотя бы запускали демозапись, то сейчас при нажатии абсолютно ничего не происходит. От чего возникает резонный вопрос: работает ли в действительности патруль и работают ли разработчики над улучшением функционала вкладки «Смотреть»? И это как раз таки будет для вас пищей для размышления. Кстати, между обновлениями вновь были замечены изменения во внутриигровых предметах CS2 в самом Steam. И конкретно касается либо изменения самих цен или же добавлением новых предметов для покупки в будущем. И я, кстати, уже говорил об этом в своем прошлом ролике. Но это уже происходит во второй раз, что повышает шансы на выход какого-то нового предмета в CS2. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!